Создание отдельного бренда Maybach Мерседесу не принесло успеха. За 10 лет удалось продать всего более 3000 седанов Maybach. Но с момента превращения Maybach в суббренд Mercedes-Benz дела у компании пошли в гору. Прошло всего 5 лет, и за это время по всему миру было продано около 60 тысяч экземпляров Mercedes Maybach S-Class. А 2019 год и вовсе стал рекордным. Продано 12 тысяч седанов. Как вы думаете, какая страна стала главным рынком для модели? Возможно, кто-то подумал, что это Россия. И отчасти вы правы. В России на Майбахе приходится более четверти продаж S-класса. Поэтому Россия стала одним из главных потребителей этой модели. Но все-таки ключевым рынком является Китай. Затем идет Южная Корея, США и Германия. После премьеры нового поколения Mercedes-Benz S-класса прошло всего 2,5 месяца, а немцы уже представили его самую роскошную версию с приставкой Maybach. Новинка стала самым роскошным автомобилем в линейке немецкой марки и единственной модификацией S-класс, которой достанется 12-цилиндровый двигатель. Новый Maybach получил индекс Z223, и по сравнению с длиннобазным стандартным седаном S-класса поколения W223, колесная база выросла на 180 мм до 3396 мм. Габаритная длина подросла на те же 180 мм до 5469 мм. Для сравнения, колесная база Mercedes Maybach прошлого поколения составляет 3365 мм. Габаритная длина 5453 мм. И несмотря на то, что прибавка символическая, она есть. А это важно для клиентов таких машин. Внешне от обычной S-ки Maybach отличается гребнем на капоте, другой решеткой радиатора с вертикальными прутьями, на рамке которой теперь выштампована надпись Maybach, дополнительными шильдиками и оригинальными ретро-колесами диаметром 19, 20 или 21 дюйм, фирменной эмблемой с двойной литерой М на задней стойке кузова, которая будет иметь функцию подсветки, но на определенных рынках. А выдвижные дверные ручки включены в базовую комплектацию, тогда как для обычных седанов это опция. Если говорить про опции, то одна из самых дорогих – это двухцветная окраска. Двухцветные Майбахи сначала красят электростатическим методом в цвет нижней половины кузова. Он обеспечивает равномерное нанесение покрытия на деталь. Затем наносит разделительную полосу шириной 4 мм. После этого вручную окрашивают верхнюю часть и покрывают весь кузов прозрачным лаком. Вся работа, включая обязательную сушку между каждым этапом, занимает неделю. Также за доплату предлагаются светодиодные фары Digital Light, в каждую из которых встроен 1 300 000 микрозеркал. Они позволяют проецировать на дорогу дополнительную разметку и вспомогательные знаки, но для России эта опция недоступна. Теперь мы подходим к основной части Mercedes Maybach S-Class. Это его внутреннее убранство и комфорт. Уже в базовом варианте Mercedes Maybach S-Class имеет внутри 5 больших цифровых дисплеев, в том числе виртуальную приборную панель на 12,3 дюйма, сенсорный экран информационно-развлекательного комплекса на 12,8 дюйма и 2 монитора диагональю 11,6 дюйма для задних пассажиров. Плюс ко всему доступен дополнительный съемный планшет, который можно убрать в специальный отсек в задней части центрального тоннеля. Майбахов с трехместным задним диваном больше не будет. Раздельные кресла есть уже в базе, но их функционал может различаться. Они оснащены обивкой из дорогой кожи Наппы и подогреваемой подушкой на подголовнике. За доплату можно получить пакет Sitting Comfort с мультиконтурными креслами, несколькими программами массажа, подогревом шеи и плеч. При заказе опции First Class Rear между задними креслами будет установлена сплошная консоль. В ней разместятся 2 подстаканника с регулировкой температуры, беспроводная зарядка, 4 USB разъема, держатель для фирменного планшета и 2 складных столика. Кроме того, там же будет отсек для ноутбука и документов. Самый топ – это интерьерный пакет High-End. В его составе развлекательный комплекс для задних пассажиров, климат-контроль сидений, все возможные подогревы, а также системы ионизации и ароматизации воздуха. Медиакомплекс MBUX второго поколения – стандартное оснащение. Функция MBUX Interior Assist для второго ряда, который по движениям и жестам распознает, чего хочет пассажир, является опцией.
Майбаху полагается аудиосистема Burmester, которая имеет функцию активного шумоподавления. Деревянные вставки на спинках передних кресел есть только у Майбаха. Также деревянные накладки находятся и между сиденьями второго ряда. Они не только подчеркивают статус пассажиров, но и позволяют почувствовать себя сидящим в просторном лаунж-кресле. По желанию заказчика седан укомплектуют активной фоновой подсветкой двумя новыми цветовыми схемами – розовое золото и аметист, автоматическими доводчиками дверей. Задние двери, кстати, впервые обрели сервопривод. Причем он работает не только по нажатию клавиш, но и помогает в случае, если дверь все же открывается рукой. Также автомобиль можно оснастить холодильником, температура которого регулируется от 1 до 7 градусов Цельсия, и системой подачи ремня, как на купе и кабриолетах S-класс. По части железа Майбах унифицирован с обычным S-классом. Он предлагает стандартную пневмоподвеску, за доплату можно установить активную гидропневматическую и Active Body Control, и опциональные подруливающие задние колеса, существенно улучшающие маневренность крупной машины. К известным подушкам для водителя переднего пассажира, шторкам и подушкам в ремнях добавлены фронтальные для второго ряда. В списке электронных ассистентов около 50 позиций. В базе есть даже функция Pre-Save Impulse Seat, которая создает виртуальную зону деформации при ударе сбоку, поднимая порог и направляя энергию в нижнюю часть машины. Также есть система удержания в полосе, работающая на скоростях до 250 км в час. Еще Mercedes-Maybach S-класс оснащен автопарковщиком с 4-м уровнем автономности. Что касается силовых агрегатов, то на старте продаж будут предложены две версии. Mercedes-Maybach S580, оснащенный 4-литровой битурбо-восьмеркой М177 мощностью 503 лошадиные силы в паре с 48-вольтовым стартер-генератором, дающим дополнительные 22 лошадиные силы. А старший Mercedes-Maybach S650, в Китае S680, имеет 6-цилиндровый мотор V12 с 630 сил и 1000 ньютон-метров. Это прежний агрегат М279 с двумя турбокомпрессорами и 3 клапанами на цилиндр. Этот двигатель также имеет 48-вольтовый стартер-генератор EQ Boost, который выдает 20 лошадиных сил и 180 ньютон-метров крутящего момента, помогающий в первые секунды разгона. Важно, что обе версии Майбаха имеют полный привод. Коробка передач у Майбаха 9-ступенчатый гидромеханический автомат 9G-Tronic. Кроме того, ожидается плагин-гибридная модификация на базе 3-литровой бензиновой рядной шестерки с совокупной мощностью 510 лошадиных сил. Она, вероятнее всего, станет основной для рынка Европы. В Германии продажи стартуют весной 2021 года, а российские покупатели получат машины вместе с остальной Европой ближе к лету. Уходящий 222 Майбах у нас стоит от 11 миллионов рублей. Как вы думаете, сколько будет стоить новый Майбах в России? Пишите свои варианты в комментариях. Также можете написать, что вас больше всего удивило в новом Mercedes-Maybach S-класса. Друзья, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.